Привет всем! В этом видео сделаю обзор на видеорегистратор для ID4. Эта модель устанавливается в штатное место. Вот так она выглядит. За зеркалом родной корпус вот этот снимается и ставится уже вместе с камерой. Вот у нас камера, пленочку потом снимете. Вот это разъем под карту памяти и две кнопки для настроек. Он подключается к телефону через Wi-Fi, и с помощью телефона можно просматривать, удалять видео там и выставлять настройки различные. В комплекте у нас входит вот такая вот рамка с регистратором. Потом я выбрал модель с двумя камерами. Вот вторая камера. Ее можно подключить сразу к одному из вот этих проводов. Вот к этому подключается. И можно поставить на окно, на стекло лобовое и настроить, чтобы она снимала салон, вторая камера. И в комплекте есть еще вот провод, то есть ее можно там под обшивкой протянуть и поставить назад на заднее окно, чтобы она снимала вид сзади. Но я поставлю в салон, провод особо не хочется тянуть, а так оно через салон и заднее стекло, в принципе, и вид сзади тоже будет смотреть, что там происходит. Вот так. И еще у нас комплекты для подключения питания. Можно подключить сразу к подсветке плафона, но тогда видеорегистратор работает только тогда, когда машина едет. Когда она включена, то есть можно включить свет в салоне, только тогда работает регистратор, когда подается питание. Или можно протянуть в блок предохранителей, вот длинный провод идет. И тогда регистратор работает все время, 24/7, то есть машина выключена, стоит на стоянке, запись идет, что на одну камеру, что на вторую. Вот, то я уже буду подключать вот этот жгут проводов, чтобы запись все время была включена, не только когда едешь. Вот так выглядит регистратор, установленный изнутри. Вот вторая камера, она у меня салон снимает. Вот. Все четко подходит, становится по креплениям, там она просто защелкивается. Но получился у меня какой минус. Вот эта крышечка, которую надо закрыть, вот этот блок, она подходит только от европейской машины. То есть регистратор, он ставится нормально только на европейскую сборку. У меня машина из Китая, и у меня вот эта крышечка, которая родная была, она не подходит. Потому что она сделана чуть по-другому. Здесь вот этот бортик, он заходит на вот эту сторону. А в китайском бортика этого нет, он утапливается вглубь. Поэтому вот эту крышечку я купил в Европе на разборке с европейской машины. Вот она подошла, защелкнулась, все норм. И пока эту крышечку не нашел, я просто ездил без крышки. Видеорегистратор поставил и ездил без крышки. Ничего страшного. Крышечки в Европе продают. Я купил ее с доставкой на eBay. Получилось 15 евро. Так там крышка стоит или 7, или 8 евро. Но доставка дорогая по Европе. Вот, у меня она получилась 15 евро с доставкой. Вот приложение для видеорегистратора я подключил. Это онлайн оно передает. Но оно не через интернет, а напрямую на телефон передает. Можно просматривать. Вот файлы камеры, можно посмотреть записи, которые есть. У меня только дата не настроена, неправильное время. Ну а видео вот сегодня, которые... Ну это просто машина стоит на парковке и снимает. Вот координаты показывает. Ну координаты это потому, что по Wi-Fi соединено с телефоном. Самого GPS датчика нету в видеорегистраторе. В момент, когда телефон подключен к видеорегистратору, тогда показывают и координаты, и скорость. Вот какие тут есть настройки. Разрешение фото, запись звука, динамика, разрешение фото. Максимум 12 мегапиксель, качество видео здесь одно выбирается. Параметры по 1 минуте запись, штамп времени. Обнаружение столкновения это при ударе, это видео оно сохранится и не будет удаляться. Датчик движения при парковке. Вот можно выбирать режим просмотра. Только передняя камера. Только внутренняя камера и обе вместе. Видеорегистратор я на AliExpress заказывал.
Ссылочку я вам оставлю в описании. Вот здесь можно выбрать Full HD, 2К, 4К, а также с одной либо с двумя камерами. И к нему есть тут сразу можно выбрать карту памяти. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.